Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня в рубрике обзор набор от фирмы Trumpeter, предоставленный магазином Banggood. Это танк Т-3485 1944 года выпуска в 72 масштабе. Скажу сразу, что это первая модель 72 масштаба в моих руках. До этого не собирал и не делал обзоры в этом масштабе. Длина модели в собранном виде порядка 12 см. На 5 литниках располагаются 92 детали. На торце коробки даны цветные схемы окраски. Первый вариант – это танк армии Вьетнама, а второй – именной танк советских войск Суворов с бортовым номером 36. Теперь содержимое коробки. Вначале посмотрим инструкцию. Она выполнена в виде книжки. На первой странице изображен боковик для вьетнамского варианта и даны условные обозначения картинок, которые используются в инструкции. На первом развороте дана схема расположения деталей на литниках. Стройку предлагается начинать со сборки катков и установки их на балансиры. Следующим этапом устанавливается вся деталировка на верхнюю часть корпуса: люк механика-водителя, буксировочные крюки, фары, ящик ZIP, пила. А затем сборка и установка запасных баков, поручней, крышки МТО, пулемета и запасных траков. Потом приклеивается задний лист брони, а на него устанавливаются запасные баки и выхлопные трубы. На крылья крепятся запасные траки. Затем соединяются обе половинки корпуса и устанавливается трос. В инструкции дана длина и диаметр троса. Следующим этапом собирается башня, которая состоит из двух половинок, и приклеивается командирская башенка. Антенну предлагается изготовить из стянутого литника. Завершается сборка башни установкой орудия. В конце склеиваются виниловые гусеницы и устанавливается башня на корпус. На последней странице дана цветовая схема окраски и нанесения декалей. Теперь перейдем к рассмотрению литников. Первым делом ванна корпуса. Она непривычно маленького размера по сравнению с 35 масштабом. Для сравнения, вот мой первый собранный танк, тоже Т-3485. Балансиры отлиты прямо на корпусе. Литье хорошее, дана детализация днища. Следующий литник с деталями башни. Детализация упрощенная. Поручни и крюки отлиты сплошным выступом. Отверстия вентиляционных колпаков в облое. В остальном литье нормальное. Далее литник с верхней половинкой корпуса, маской орудия, пилой, поручнями, дополнительными баками и другой мелочевкой. Детализация верхней части корпуса для 72 масштаба хорошая. Единственное, что мне не понравилось, это отлитые сплошным выступом поручни. На литнике присутствует небольшое количество облоя. На следующем литнике расположились следующие элементы: задняя часть корпуса, крышка МТО, крюки, запасные траки, проушины для троса, первый и последний каток. Часть деталей срезана с литника еще на заводе, что подтверждает схема литников в инструкции. Отдельно даны виниловые гусеницы, качество которых приятно удивило. Мало того, что они детально проработаны, так у них еще и присутствует перфорация между траками. Такой детализации могут позавидовать виниловые траки от Звезды в 35 масштабе. В следующем пакете с литниками дана толстая нитка, которую предлагается использовать в качестве троса. И основные катки в количестве 10 штук. Детализация для 72 масштаба хорошая, облоя почти нет. А в последнем пакете дана декаль. Пропечатано хорошо, смещения цветов нет. В завершение обзора хочу сказать следующее. Достаточно простой набор, который можно выбрать как первую модель. Небольшое количество деталей, хорошее качество отливки и простая, понятная инструкция. Плюс узнаваемый образ и огромное количество материалов по нему в интернете.
Все это в совокупности поможет собрать интересную модель, которая не будет занимать много места на полке. Из минусов мне сказать особо нечего. Разве что упрощенная детализация, но такова плата за малый масштаб. А остальное покажет сборка. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.